Кристина, мы говорили как раз о том, насколько многие в бизнесе идут и развивают себя немножечко там в другой сфере творческой или психологии. И у меня вот такой вопрос появился. А как все-таки стать действительно хорошим руководителем? Есть рецепт? Ну, рецептов, как всегда, у меня нет. Кто меня какое-то время слушает, да, вы знаете, что я никогда не даю готовые рецепты, но я даю такие идеи, как ингредиенты, которые... Создай рецепт сам. Да, которые начинают в голове вариться, и у многих по отзывам, да, рецепты складываются, их индивидуальные, их личные, аутентичные. И это тоже, кстати, в тему хорошего руководителя, потому что нет какого-то общего образа хорошего руководителя. И сейчас это еще более и более важно, более и более как бы актуально. Потому что если мы говорим про бизнес 50 лет назад, можно было пойти в хорошую какую-то бизнес-школу, получить традиционные инструменты менеджмента и, в принципе, вполне себе быть достаточно хорошим руководителем. Не гениальным, не выдающимся, но достаточно хорошим. Сейчас так не работает. А не работает, потому что совершенно меняется функция руководителя. Абсолютно. Если руководитель 50 лет назад – это тот, кто, знаете, можно такую метафору привести, что есть кусочки пазлов, и руководитель – это тот, кто из этих пазлов собирал картинку. Угу. И тогда, чтобы быть хорошим руководителем, что нужно? Да? Как-то уметь правильно собирать пазлы, не знаю, себя организовать, каждый день эффективно, дисциплинированно работать. То есть там какие-то свои скиллы для этого нужны. Сейчас роль руководителя смещается с как организовать, управлять, рассказать, что кому делать, все собрать, в полюс того, как создать среду, в которой пазлики будут сами собираться. И это вообще другой процесс, вообще другой процесс. И, соответственно, вопрос, как стать хорошим руководителем, он совершенно по-другому раскрывается. Когда мы говорим про такого руководителя, а другие руководители сейчас неинтересны бизнесу, потому что на рынке современном выживают только компании, которые двигаются в сторону самоорганизации, которые постепенно становятся живыми самоорганизующимися системами. Да? Постепенно, я не говорю про вот такие 100% бирюзовые, каких сейчас называют компании, этого мало пока, но все компании двигаются в эту сторону, потому что так движется мир, так движется в принципе наше общество. И руководитель, который нужен новым компаниям и будет нужен, это руководитель, который не собирает пазлики, а создает среду, в которой пазлики начинают собираться самым лучшим образом. И, соответственно, требования к такому руководителю другие. Когда мы говорим о таком руководителе, мы смотрим 3 уровня. Это уровень быть, да, то есть руководитель – это какая-то личность, он какой-то, просто есть вот как личность. Да? Дальше уровень думать, он как-то думает, и уровень делать, он что-то делает. Так вот, когда мы говорили о традиционном менеджменте, акцент был на делать. Угу. Как правильно говорить, как правильно, не знаю, расписать задачи, как правильно контролировать, как правильно делегировать. То есть про уровень делать мы говорили. Сейчас это не важно становится. Сейчас мы спускаемся на уровень быть. Да? Потому что ту среду, которую руководитель создает в своей компании, в своей команде, это трансляция его личности, то, какой он есть, и ничего другого. То есть посмотри на бизнес, и ты поймешь, кто его руководитель? Вообще. То есть для меня, да, кто-то читает по руке, кто-то по кофейной гуще, я читаю по бизнесу. Потому что, когда я прихожу в компанию, мне понятно, что в голове и в сердце, в душе человека, который эту компанию создал. Если я в компании проживу 2-3 дня, я, в общем, да, могу уже очень много рассказать о человеке. И наоборот, общаясь с человеком, да, можно очень с точностью предугадать, какой бизнес, в чем будут проблемы,
в чем, наоборот, будут сильные стороны компании. То есть эти взаимосвязи очень сильные. И к вопросу, да, как стать хорошим руководителем, это прозвучит, наверное, банально, непонятно и так далее, но подумайте об этом. Необходимо учиться быть собой. Я хотела сказать, да, на вопрос, как стать хорошим руководителем, перестать им вставать, просто им быть. Просто им быть. Примерно туда, да. То есть это в целом о том, насколько вы ощущаете себя, кто я, и это транслируете, насколько в этом смысле вы честны перед собой. Время, когда я вот какой-то дома прихожу на работу, я становлюсь правильным руководителем, да, я делаю правильные действия, ну, это время ушло и ушло безвозвратно. То есть сейчас важно, какой вы есть. Вот я недавно брала консультацию по личному бренду, и мне маркетолог сказала одну важную вещь. Она говорит, смотрите, сейчас время такое, что вы держите себе в голове такую картинку. Вот вы что-то говорите своим подписчикам, говорите, а у вас вот здесь на лбу бежит бегущая строка. Это ваши мысли. И ваш зритель видит одновременно и здесь, и здесь. Вот примерно вот такой уровень прозрачности мира. Тоже касается руководителей. Поэтому вопрос, как стать хорошим руководителем, вопрос вашей личности, ощущение себя, быть честным с собой, честным в плане вот какой я есть, так я себя и проявляю, и работать над развитием себя как личности, да, то есть ваши мысли, ваши чувства, ваше восприятие, они создают ту среду, в которой ваша организация либо развивается, расцветает, растет, либо гибнет. Вы как вода для рыбок. Вот как можно, да, метафору привести, что ваша команда – это рыбки, а вы вода. Вот если вы вода хорошая, питательная, рыбки сами организуются. Если вы вода токсичная, вот все. Результат будет. Получается, что отталкиваться от того, я могу встретить, ну или создать свой бизнес, или я иду работать в какую-то компанию как руководитель, важно вот эта взаимная любовь. Я как человек, как руководитель должен просто напрямую подходить этому бизнесу, ценностям, убеждениям выстроенного бизнеса. И если совпадение есть, то я там буду по-любому хороший руководитель. В целом, да. Ну, вопрос, да, ценности, он такой отдельный, совпадение, но уже сейчас даже традиционные подходы к менеджменту говорят о том, что лучше возьмите человека, у которого нет навыков вам нужных, но есть нужные ценности, нужные личностные качества, навыки подтянутся, чем человека, у которого есть хорошие скиллы, но нет соответствующих ценностей и нет личностных качеств. Поэтому в целом, да. Ну и я могу сказать, я как руководитель тоже пользуюсь этим правилом уже давно, и оно себя оправдывает, потому что все можно научиться сейчас, это быстро, а вот эту вот сердцевинку человека, да, вот то, что внутри, это не переделать.